Друзья, всем привет! И этот ролик посвящен ситуации в Приднестровье, которая дает для Украины и Молдовы сейчас очень крутой шанс. Как вы знаете, после того, как Украина остановила транзит российского газа через свою территорию после окончания договора с «Газпромом», то в Приднестровье начался энергетический кризис, который принимает все более острые формы. И возникает вопрос, каким образом можно его разрешить. И, естественно, он должен быть разрешен таким образом, чтобы от этого выиграла и Молдова, и Украина, а в более широком контексте и Румыния. Так вот, после вчерашнего эфира с Сергеем Макогоном, который как раз был посвящен газу, и я вам всем советую его посмотреть, эксперты отреагировали на то, что он там сказал, и подсказали мне вот такую вот интересную схему. Речь идет о том, что Украина сейчас имеет лишний уголь, если не ошибаюсь, там порядка 3 миллионов тонн. После того, как Россия нанесла удары по украинской энергетике, и, соответственно, ряд тепловых блоков просто остановились, потому что были выведены из строя. Соответственно, возник вот этот вот избыток угля. И, кроме того, и у нас, и в Молдове есть запасы газа, которые можно направить вот на те блоки, которые есть на электростанции в Приднестровье. Так вот, Приднестровье имеет несколько свободных угольных блоков. Сейчас работает только один. Газовые блоки у них модернизированы и с очень высоким КПД. Соответственно, они могут производить электроэнергию дешевле, чем сегодня это можно делать в Украине и в Румынии. Это идеальный момент предложить им газ на отопление и газ на уголь, и уголь для электричества. И, соответственно, мы можем при этом банковать. То есть приходим с давальческой схемой и назначаем цену на электрику, которая устроит и Украину, и Молдову. Мы не знаем, где построить мощности распределенной генерации. Одесса нуждается в электричестве по, опять-таки, всем известным причинам. Поэтому Приднестровье не нужно душить. Нужно прийти раньше, чем Россия включит газ. А поскольку там особые сепаратисты, они работают и в Кишиневе, имеют молдавские паспорта, и в Украине работают, и украинские паспорта они имеют. И, собственно говоря, давно работают и с украинской бизнес-элитой, и с нашими политиками имеют контакты. Ну, я имею в виду группу «Шериф». То совершенно очевидно, что их нельзя тупо обмануть через телевизор. Поэтому действовать нужно немедленно. Газа у нас и у Молдовы хватит приблизительно на 200-300 мегаватт легко. И такой козырь побить будет сложно, потому что фактически мы предлагаем решение проблемы, с которой сейчас столкнулось все население Приднестровья. Газ этот нужно дать только для населения, без заводов. А остаток брать себе на покрытие своих нужд. Я уверен, что Шериф от такой сделки не откажется, потому что ему нужен выход из ситуации. А такая схема удовлетворит всех. И укрепит позиции Украины, Молдовы и Румынии. В идеале в этот бизнес должны войти украинцы, румыны и молдаване, чтобы у всех была своя доля. И тогда судьба Приднестровья будет связана общими экономическими интересами. Россия без логистики Приднестровью будет вытеснена оттуда новой экономической реальностью. Там можно будет построить также ветряные и солнечные электростанции к уже существующей энергетике и гарантированно получить профит. Ведь преимущество Приднестровья в том, что туда не летят ракеты и очень короткое логистическое плечо. И, соответственно, если будет еще построены вот эти вот солнечные и ветряные электростанции, то Приднестровье сможет летом легко выдавать порядка 0,5 гигаватта электроэнергии, которую заберут и Румыния, и Украина, и Молдова. И, соответственно, тогда россиянам просто придет конец, потому что исчезнет вообще какая-либо экономическая база, на которой они там могут паразитировать и создавать, соответственно, нам угрозы. Эксперты говорят о том, что газ дать самое простое. Это дело одного дня. И оплата это вопрос
И для тепла им нужно немного, можно запустить один газовый блок, что тоже как бы не является проблемой. Плюс можно подключить Европу. Не забываем, что европейцы не любят гуманитарные катастрофы у себя под боком, поэтому вполне возможно, что Европейский Союз согласится профинансировать эту историю в какой-то доле. Возможно, не всю, в какой-то доле, но это уже даст, собственно, огромный, ну, скажем так, огромный профит для всех, потому что уменьшит издержки и для Украины, и для Молдовы, и для Румынии, да и для Европейского Союза, потому что какая-то там дополнительная волна беженцев им тоже не нужна. Соответственно, тут главное не пережать с политикой, и нужно гибко просто играть. Может быть, сделать такую схему только до марта, если приднестровцам страшно. И, соответственно, по нашим ценам на газ это может получиться. У них затраты на сети маленькие, потому что сама территория маленькая, воруют мало, тариф для людей нужно будет поднять, как воспитательную меру, и на электрику, и на тепло, но не намного. Бедным там пусть сами помогут приднестровцы. Но выход, как мне кажется, был бы идеальный. Идеальный для всех, и это сформировало бы новую там экономическую и политическую реальность в регионе, и Россию оттуда можно было бы отжать без военных мер, там, без излишних истерик, без излишнего напряжения, просто используя ту ситуацию, которая сложилась на текущий момент. Поэтому давайте распространим это видео по максимуму, чтобы наша банковая это все увидела и, возможно, приняла быстрые решения. Тоже я делаю в телеге у себя, в Фейсбуке, поэтому если вы на меня подписаны, ссылочки на мои аккаунты, соответственно, в описании к эфиру, там и Viber есть, и Twitter, и погоним эту информацию. Я думаю, что мы можем сыграть в очень интересную игру. Обнимаю, целую, пока.